через призму времени и цифр разобраться с процессами, которые я наблюдаю на рынке жилой недвижимости города Одесса, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта Причерноморского региона. Сегодня мы, куда входят 3 крупных областных города-центра. Сегодня мы говорим о городе Одесса. Но начнем с таких сводных данных, которые характеризуют состояние рынка на конец января 2026 года. Итак, население 993 тысячи, это довоенное, друзья, население. Сейчас я предполагаю, что 1200, наверное, стало меньше людей проживать в городе Одесса. Тем более сейчас не сезон, кто живет в Одессе, напишите, действительно ли так. Количество предложений, друзья. На конец января мы зафиксировали 36 100 объектов жилой недвижимости. Это первичный, вторичный рынок, которые были выставлены для продажи. Что округлим в большую сторону, что на 4% меньше по предложениям, напомню, чем это было в декабре месяце. Хотя декабрь месяц также показывал нам снижение по предложениям, друзья, но это связано с тем, что отключается электроэнергия, и, естественно, нет электроэнергии, нет интернета, ну и люди просто банально не могут выставить для продажи свои квартиры. Почему? Потому что я помню хорошо то время, когда еще не было интернета, и люди давали объявления в газеты и, так сказать, клеили расклейку, где писали, что купят или продадут какую-то там квартиру. Похоже, мы возвращаемся в этот период. Сейчас же, если не работает интернет, да, то вы не можете выставить для продажи свою недвижимость. Именно с этим связано снижение активности по предложениям. Социальное жилье, следующий параметр. Вторичный рынок, буду говорить только о процентном соотношении. Вырос, друзья, на 0,27%. Но вот тут внимание, давайте, кто меня смотрит давно, я говорил, что с января месяца мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра чуть ли не по проценту. Ну, все говорит о том, что света 2 месяца, практически электричества нет, люди выживают как могут, да, ну с какого перепугу расти стоимости квадратного метра. И в декабре рост был там почти 1%, ну почти 1%. А вот сейчас видим, что рост все-таки положительный, плюс 0,27%, но все-таки положительный рост. Но, друзья, внимание, все остальные сегменты рынка недвижимости, а точнее первичный рынок, ну давайте мы к нему перейдем, давайте закончим со социальным жильем. Еще раз повторюсь, подорожала недвижимость на 0,27%. Также социальная недвижимость, это класс жилья, в аренде показала нам, сравнивая третий квартал с четвертым кварталом, рост на 1,25%. Ну и переходя к эконом-комфорт бизнес-классу, здесь также видим, это вторичный рынок, снижение, вернее рост плюс 0,21%. То есть замедляется вот этот, в прошлом месяце это было там чуть ли не то ли 0,70%, сейчас всего лишь 21%. А вот первичный рынок, друзья, меня, если честно, удивил. Я думал, что дешеветь начнет, ну как дешеветь, это все-таки колебательные процессы, они просто первые такие признаки, что что-то происходит с рынком. И обычно первыми реагирует это вторичный рынок. А вот тут, видите, первичный рынок показал эконом-класс, снижение за месяц минус 0,31%. Хотя первичный рынок, друзья, это недвижимость, которая не построена, инвестиции в гривне, он, наоборот, должен расти, так как национальная денежная единица обесценивается по отношению к доллару. Посмотрите, какой курс сейчас, да, и вы поймете. Товары дорожают, недвижимость является таким же товаром, услуги дорожают. То есть вот первичный рынок должен показывать рост, но вот мы видим, что это всего лишь колебательный процесс, и за месяц снижение эконом-класс. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, также снижение за месяц минус 0,20%. Ну и первичный рынок, видим снижение минус 0,14% за месяц. То есть лед, как я, помните, говорил уважаемый Остап Ибрагимович Бендер, лед тронулся, господа. Ну, я это так шучу, понятно, это всего лишь колебательные процессы, но мы видели, как ровно 1 год стоимость по всем сегментам и по всем классам росла, как я говорил, с какого-то перепугу.
Здесь первый месяц, где мы видим, как снижается на вторичном рынке рост, и уже видим всего лишь колебательные процессы, но отрицательную динамику на первичном рынке.